Привет! Если вы пропустили прошлые серии, то после года жизни в Турции мы решили переехать в Испанию. Ну а пока мы ждем решения по нашему Digital Nomad VNG, мы отправляемся в путешествие по Испании на автодоме. Так, во-первых, мне абсолютно не верится, что у нас начался отпуск. Его не было просто так давно, что я уже забыла, каково это, и сейчас до сих пор как будто бы в работе, и как будто бы просто выходные обычные. Но нет, сегодня понедельник, и сегодня мы идем забирать наш первый в жизни вэн. Мы никогда не ездили, не жили в вэне, и мне уже не терпится его увидеть. Мы, сейчас час добирались, это находится за городом, пикап стейшн, пикап поинт. В общем, место, где нужно забирать его, потому что мы пожадничали денег на доставку. Мы находимся черт знает где. Вот здесь стоят вэны. Мы сейчас ждем, пока они откроются с обеда, чтобы получать вэн свой. И вот он, наш будущий домик на 2,5 недели. Сейчас будем все спрашивать, узнавать, как все работает. Наш первый вэн. Даже не верится, что мы берем его в Испании. Мы приехали на наш первый в жизни кемпинг, парковку для... это полноценный кемпинг на самом деле. Здесь есть столько всего, огромная территория, но уже вечер, сейчас мы будем ужинать и просто, наверное, валяться, отдыхать в вэне. А завтра уже будем исследовать территорию с утра, пойдем купаться, но это просто такой был сумбурный день, что хотелось просто поскорее уже где-то остановиться. Карлик полностью побритый. Зря, конечно, мы его так обрили, но пришлось, потому что на вэне было бы сложно вообще за ним ухаживать, с его шерстью, его постоянно мыть, тоже вода не бесконечная. Такой вот он теперь лысенький, он когда лысый всегда больше, его старит, короче. Все это, и он похож на деда реального. Ему здесь очень нравится. Он так бегал сейчас здесь. Доброе утро, наше первое. Чарли очень хочет на улицу пойти. Он прекрасно понимает, где он. Там вот такая красота. Сейчас... Красиво. И так тихо птички поют. Наша первая остановка в очень красивом месте. Я даже не помню, как уже этот городок называется, с таким красивым пляжем, но на него нельзя с собаками, поэтому мы вот сидим, разложились здесь, купаемся по очереди. Ни с того ни с сего средь бела дня радуга в небе, и не просто радуга, еще кусочек радуги упал вниз. Это так красиво. Изначально показалось, что у нас глюки. Straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yes, I'm on my way. A bit naive and so eager to please. You know I played for love, but it got me on my knees. Мы живем в этом автодоме уже 3-й сутки, и хочу сказать, что мы не делали никакого почти предварительного ресерча. Я просто смотрела на ютубе, как ребята целый год вокруг Австралии путешествовали на автодоме, но они не показывали никакой изнанки. То есть они показывали только все плюсы жизни на автодоме, где они путешествовали.
И ничего не было в их блоге о том, как они сливали туалет, как они наполняли бак водой и так далее. Поэтому, конечно же, мы были готовы к тому, что все будет не так легко, и первые 3 дня дались нам вообще очень тяжело. На самом деле мы почти каждый день стрессовали, у нас что-то постоянно случалось. Мы не понимали, как это все работает, как делать, как вообще пользоваться всеми фичами этого автодома. Но, в принципе, к 3-му дню мы плюс-минус во всем разобрались. Мы все попробовали, посливать воду, сливать туалет, как наполняться, электричество, все вот эти нюансы. Я думаю, нас еще ждут некоторые сложности впереди, но, в принципе, сегодняшний день, это 3-е сутки, вполне спокойный, и я очень рада тому, что нас еще ждет прекрасные 2 недели путешествий по Испании. Ну и пока мы остановились в симпатичной маленькой деревушке по пути к Пиренейским горам на обед, давайте я вам сделаю рум-тур, покажу, как вообще устроен наш вэн, что у нас здесь есть и что вообще за модель. Вот такая у нас машинка. Это Volkswagen Grand California. Он этого года, 23-го, очень новенький. Но в нем очень много минусов на самом деле. В нем очень много багов. Например, вот эта ступенька не выдвигается вообще никак. То есть она полностью электрическая, и руками ее достать невозможно. Вот, она забаговалась и, короче, не открывается. Ну и, в принципе, много всего. И комплектация не самая лучшая. Поэтому у нас нету круиз-контроля, что немного жалко, конечно. Но он довольно маленький, компактненький, поэтому ездить на нем не составляет труда. Я спрашивала у Германа буквально каждый день, как ему водить. Спустя 3 дня он привык и сказал, что точно так же, как обычную легковушку, в принципе. Поэтому... И он очень симпатичный. Что по тому, что снаружи? Во-первых, у нас есть стенд, который выдвигается очень-очень далеко, и это очень круто. У нас есть в комплекте стол и 2 стула, чтобы ставить здесь. Мы взяли с собой еще подстилки, чтобы можно было, если что, полежать или сделать какой-то прям пикник на подстилке. Также у нас есть вот такое крепление для велосипедов, лыж и вообще всего чего угодно, мне кажется. Или просто сушилка для купальников. И что больше всего мне нравится в этом вэне, это то, что можно полностью открыть все окна и при этом закрыть везде сетки, абсолютно везде. Кстати, снаружи еще есть вот такая штука. Здесь дополнительные розетки, чтобы можно было поставить здесь стол, начать работать и подключиться, например, вот сюда. Так как ступенька у нас не работает, мне приходится все время карабкаться высоко. У нас уже грязно за 3 дня, потому что у нас еще собака. И ходим мы тут в обуви. Места здесь не очень много на самом деле. На видео оказалось гораздо больше места. Вот так это все выглядит. Давайте начнем с передних сидений. Во-первых, здесь довольно много мест для хранения. Здесь большие глубокие выемки. Вот сюда еще что-то можно положить. И здесь очень много места вообще в целом спереди. Вот там хранение, здесь полка. Здесь полка, кстати, очень удобная. И еще вон там полки. Это очень удобно. Кресла у нас разворачиваются полностью вот в эту сторону. И это делает зону для обеденную очень-очень удобной. Еще больше хранения. Здесь есть освещение. И здесь есть освещение. Освещения, кстати, много. Здесь 2 обычных пассажирских кресла. Они, кстати, очень-очень удобные. В них сидеть и даже работать, я думаю, будет мега комфортно. Стол регулируется. Во-первых, его можно, в принципе, снять и убрать куда-нибудь в багажник. Можно его туда-сюда вот так катать. Он не катается, когда просто стоит зафиксированный, его надо приподнять и подвигать на нужную сторону. То есть, когда в процессе вождения мы его всегда отодвигаем максимально вот сюда, чтобы он не мешался, если вдруг мне нужно срочно зайти вот отсюда внутрь и что-то сделать, если что-то упало, например. Ну, соответственно, на стоянках мы обратно его отодвигаем в ту сторону, чтобы можно было сидеть здесь и здесь. Еще здесь есть крючки. Это единственные крючки, поэтому у нас здесь оба полотенца для рук и для лица. Также здесь наверху есть кровать, которая вот сюда выдвигается, вот сюда. Но она очень маленькая, и, как видите, там вообще мало места. И она нам не нужна. Еще для этой кровати здесь есть целая лестница, которая вот сюда вот так вот устанавливается. Ну, в общем, это, наверное, сделано больше для детей. Поэтому для нас это просто камера хранения. Еще одна. Сверху у нас очень крутой люк, до которого я тоже не достаю. У нас высота вэна 3 метра.
Вот, но здесь полностью закрывается он, либо открывается сетка, либо можно полностью открыть, и можно здесь открыть очень высоко это окно. Ну, сейчас слишком жарко. Вот сверху, чтобы вы понимали, сколько здесь места. 2 людям здесь не разойтись, то есть просто по очереди нужно проходить туда и сюда. Это зона кухонная. Опять же, то, что здесь сетка, это очень классно, потому что если здесь еда, вот как видите, у нас уже успели мухи залететь сюда. Так, и здесь кухня. Мне очень не нравится, что почти во всех венах вот такая маленькая дурацкая раковина, в которой ничего не помещается практически. Мыть сковородку просто ужасно неудобно. Кран никак не вертится, не регулируется, только вверх и вниз. Если мы включаем воду, он льется, ну, в принципе, нормально, но это все равно очень-очень неудобно. Раковина супер маленькая. Здесь у нас плита, 2 газовые конфорки. Все как на обычной газовой плите работает. Газовый баллон у нас в задней части вена. И сюда помещаются, как видите, вот 2 вот такие кастрюльки 160 и 220 миллиметров. Очень классно, кстати, на такой кухне готовить вот с какими-то такими красивыми видами. Мне очень нравится. Так, ну и здесь у нас находятся розетки, которые мы можем использовать только будучи подключенными к электричеству. То есть это обычные розетки 220 вольт. Здесь, когда мы останавливаемся в кемпингах или на паркингах, где есть электричество, подключаемся. С утра мы делаем кофе в нашей кофемашине, которая находится вот здесь, да. У нас с собой наша маленькая кофемашина Nespresso. Как вы видите, она помещается просто в супер маленький шкафчик. Как бы показать, и даже взбиватель молока. И мы наслаждаемся просто потрясающим кофе с утра, опять же, с красивыми видами. Ну и это у нас вот такой сервисный шкафчик, где натолкана куча всего. В основном здесь собачья еда находится, косметика, опять же, собачьи какие-то вещи, еще косметика. В общем, шкафчик очень маленький, но в целом вместительный. Так как на кухне очень мало места для готовки, здесь есть вот такая штука, которую можно открыть и просто сюда что-то поставить. Ну, как, например. В принципе, иногда очень хорошо спасает. Здесь у нас выключается газ и помпа для воды. Газ всегда нужно держать выключенным, когда мы едем. Здесь 2 огромных шкафчика, глубоких, где мы храним всю нашу еду практически. Они вот так фиксируются, чтобы не открылись и чтобы в целом не удариться. Здесь еще есть у нас большой вот такой вот шкафчик. Он тоже очень глубокий. Мы там тоже всякую всячину храним. Это не шкаф. Здесь находятся какие-то вообще сервисные штуки и холодильник. Самое главное, он открывается отсюда. Здесь еще какое-то дополнительное место немножко, но я предпочитаю хранить здесь пакеты, которые можно вот сюда засунуть и потом также легко вытащить. Здесь регулируется свет на улице, и тоже весь свет внутри можно отсюда выключить, если мы пошли на улице сидеть, например. И холодильник, который очень тяжело открывается. С первого взгляда он кажется очень маленьким, но на самом деле он нереально вместительный. То есть здесь помещается вот так друг на друге целые бутылки. И выезжает еще 2-я полка, на которую помещаются вот яички, всякое такое. То есть вот, как видите, еды у нас тут очень много. И здесь есть небольшая морозилка. Точнее, она вообще даже, можно сказать, очень большая, очень глубокая. Ну вот и все, на этом кухня закончена. Переходим дальше. Здесь у нас мы регулируем весь наш дом. Если мелькает, сори. В общем, здесь мы регулируем весь наш дом. Кемпинг-мод — это для того, чтобы не сворачивалась ступенька, которая и так не работает, поэтому вот здесь мы можем видеть всю нашу воду, сколько у нас осталось чистой воды, сколько у нас заполнился бак с грязной водой. То есть grey water — это вода из наших раковин и душа. И, соответственно, мы можем видеть по наполняемости. С чистой водой бак около 90 литров. Этого нам хватает, в принципе, на то, чтобы 2 раза помыться. Ну, вдвоем, то есть
я, потом Герман, мы помылись, и еще там какие-то, не знаю, мытье посуды и всякое такое. Не сказать, что прям этого сильно хватает надолго, но если хотя бы через день останавливаться в кемпингах и подливать воду, то, в принципе, окей. Эту воду можно сливать, в принципе, много мест, где это можно сделать, даже на заправках. Здесь у нас показывается температура снаружи и внутри. Сейчас у нас внутри жара. И эту температуру можно регулировать. Кондиционера внутреннего у нас нету. Мы можем только если завести машину и кондиционировать, как обычно в машине. Но у нас есть отопление. Просто отопление всего нашего вэна. Отопление воды. То есть мы можем нагреть воду до 40 или 60 градусов. И здесь просто показывают, что это газ. Что у нас есть газ в принципе. То есть вот. Так, дальше что еще здесь есть интересного? И здесь есть батарейка. Сейчас мы стоим на зарядке, и поэтому батарея у нас заряжается. Но батареи в целом хватает прилично, довольно надолго. От батареи у нас кормится холодильник, когда мы в пути. Еще мы можем вставлять USB зарядки и заряжаться тоже по пути или там, где не воткнуты мы в розетку. Здесь регулируется просто свет, так же, как обычно. В принципе, больше ничего интересного здесь нет. Двигаемся в нашу ванную и туалет. Так, здесь вот такая вот душевая, ну, немножко грязно, потому что мы ходим сюда с голыми ногами. Вот так выглядит маленький унитазик, он совсем крошечный. Вот здесь слив вниз, здесь обычная кнопка для воды, чтобы, ну, налить туда воды, немножко ополоснуть. А здесь у нас индикатор заполняемости нашего бака для, собственно, туалетных отходов. То есть, если он полностью заполнен, он будет красным, и это тоже очень удобно. Вот эта вентиляция. Здесь просто шкафчик для туалетной бумаги, и там для каких-то сервисных штук. Дальше наша раковина. Вот так она открывается. Здесь тоже вода. Такой хороший душ. Если нужно принять душ, то мы вытаскиваем вот отсюда его и ставим его вот сюда наверх. Либо просто можно поливаться и не фиксировать его. И если, соответственно, в душе, то мы раковину вот так убираем, сворачиваем. И здесь довольно много места. Здесь есть вешалки. У нас тут пока беспорядок, потому что это наш 3-й день. Вот, здесь есть свет, который реагирует на движение. И такое вот зеркало, которое фиксируется вот здесь, вот, чтобы во время езды оно не разбилось. Его можно открыть. И с другой стороны тоже зеркало, чтобы можно было использовать зубные щетки и прочие нужные вещи, при этом стоять и смотреть в зеркало. Соответственно, с этой стороны зеркало всегда обрызгано каплями, потому что здесь душ. И сверху есть вентиляция, там полноценное окно, которое открывается. Можно также его полностью закрыть или открыть сеткой. Но я не покажу, потому что я не достаю оттуда. Вот, на этом весь душ. Кстати, еще есть вот здесь полотенце можно повесить. И вот здесь вот, кстати, есть держатель туалетной бумаги даже. Плавно перемещаемся в нашу спальню. Кровать у нас находится очень высоко, поэтому мне довольно трудно на нее залезать. Но, в принципе, она большая, но спать получается только вот в таком положении, то есть голова там или здесь, и ноги там или здесь. То есть вот так не получится, потому что она короткая довольно-таки. И Герман, например, ростом 188, он помещается прям совсем впритык, и даже ему не хватает места, в общем, не очень удобно. В этом плане мне все хватает, у меня 160 рост, все хорошо. Вот здесь у нас как раз USB-зарядка, где можем заряжать такие небольшие кармашки, куда можно это все сложить. С той стороны тоже. Сверху есть свет. Здесь 2 освещения. Вот там окошки, которые можно открыть. И опять же таки сетка или просто вот таким образом закрыть и спать. Здесь есть вешалка для, например, полотенца. И все это шкафчики, которые вот так открываются, и все оттуда выпадает, например. И так закрываются. Вот там самый большой шкаф. И сверху у нас опять такое же большое окно, которое можно открыть сеткой, без сетки. И вентиляция, если кто думал, как же спать в вэне, если закрыть все окна, то вентиляция здесь есть. Сегодня, например, было довольно прохладно ночью, поэтому мы решили закрыть все окна
и мы выжили. Ну и последнее на этом обзоре у нас гараж наш. Мы не стали закрывать его с этой стороны, чтобы иметь к нему полноценный доступ отсюда. Как видите, мы еще не особо умелые жители автодомов, поэтому у нас здесь просто вообще беспорядок полноценный, но еще тут не особо все удобно устроено, потому что здесь нету места для вообще кухонных всех принадлежностей, то есть для тарелок, кружек, кастрюль здесь нет для этого места, поэтому весь наш кухонный кит предоставился нам вот в такой коробке, и также мы его решили оставить в этой коробке, то есть нам по запросу, получается, за доплату предоставили вот все это. Плюс мы купили сковородку, потому что здешняя сковородка была абсолютно ужасной, и мы очень рады, что купили новую, она теперь не пригорает. Еще там лежит молоко долгого хранения, потому что оно не поместилось в холодильник. Так вот, это наша собачья клетка, которую мы разобрали и положили в нее все вот это. Корм для пса, мы даже возим с собой целый мешок для переработки капсул Неспрессо, нашего кофе. Нужно будет скоро сдать его. Здесь мы храним грязное белье, и здесь у нас коробка, которая предназначена для всякой уборки. Там у нас туалетная бумага, дополнительные губки, мешки для мусора. И если мы посмотрим туда назад, то здесь помещаются два наших чемодана. Мега огромный чемодан, средний чемодан. И тут у нас стулья и стол. Еще вот в этот шкаф поместился наш маленький чемодан, который мы обычно берем вручную кладь. Сюда здесь тоже есть полки, то есть эти шкафчики, они открываются, и там довольно тоже много места. С этой стороны здесь сервисные штуки, здесь насос стоит, там стоит большой газовый баллон, а вот там у нас находится внешний душ. То есть там есть душевая лейка, которую с той стороны можно подключить, открыв дверь, и можно мыться вполне на улице. В принципе, это все, что у нас здесь есть. Мы сначала думали, что нам не хватит здесь места, чтобы разложить все наши вещи. Мы путешествуем с 4 чемоданами, еще с огромной собачьей клеткой. Но нет, мы все уместились здесь. То есть какие-то вещи, которые нам не нужны совершенно, мы убрали вон туда назад в гараж, в огромный чемодан, в средний чемодан. Чемодан, который у нас сверху, он пустой, потому что все вещи мы разложили по вот этим полкам. То есть, в принципе, места здесь достаточно. Единственное, наверное, неудобство — это то, что высокие люди не будут помещаться здесь на кровати, будет неудобно спать. И второе небольшое неудобство — это то, что стол имеет вот такую вот выемку, которая постоянно мешается, и сложно пройти туда, либо пройти сюда. И постоянно нужно двигать туда-сюда стол. Это немножко раздражает, но я думаю, как только мы совсем привыкнем к жизни в автодоме, мы начнем наконец-то раскладывать стол на улице, кушать и все делать на улице, и не использовать этот неудобный стол. Очень неожиданно у нас здесь появилась растительность. Выглядит симпатично. Пока мы едем, очень необычно, что сзади постоянно все трясется, иногда что-то падает, если мы забыли что-то плотно зафиксировать. И это очень сильно отличается от опыта вождения или будучи пассажиром в обычной легковой машине, потому что это все слышно, и это все постоянно тебя триггерит, и ты отвлекаешься на это, и думаешь, блин, что там такое, и постоянно немножко нервничаешь. Мы, конечно, уже начали к этому немножко привыкать, но все равно постоянно там баллон с водой падает, катается, пугает и всякое такое. В общем, интересно, каково вообще ездить тогда на супер больших автодомах, которые прям сзади такой целая квартира у тебя с полноценной кроватью. Интересно, отличается или нет. Здесь, кстати, не только у меня много места и всяких полок, но еще и у Чарлика здесь вип-место. Он просто кайфует здесь. Все время спит, может пойти даже пройтись и размяться немножко.